Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира российского шоу-бизнеса. Несчастье произошло в семье народного артиста России, члена комитета легендарного советского Д'Артаньяна Михаила Сергеевича Боярского. СМИ Санкт-Петербурга сообщают о чрезвычайном происшествии, которое произошло сегодня утром в городе на Неве в районе набережной реки Мойка, где в элитном доме проживает Михаил Боярский вместе со своей супругой, актрисой Ларисой Лупиан. Еще несколько дней назад вся общественность России, поклонники творчества Михаила Сергеевича и просто неравнодушные люди Российской Федерации были взбудоражены трагическим событием, которое произошло в семье известного актера. 3 дня назад на загородной даче Михаила Боярского во время праздничного застолья произошла беда. В трехэтажном доме Михаила Сергеевича возник пожар, в результате которого пострадало несколько известных людей. Но это еще не самое главное. В результате трагедии погибли 2 внука Михаила Боярского, дети его дочери Елизаветы Боярской и актера Максима Матвеева. Отношения между Елизаветой Боярской и ее отцом после трагического события стали очень напряженными, ведь оказалось, что Михаил Сергеевич по роковой случайности стал главным виновником произошедшей трагедии. 74-летний артист уже после праздничного застолья, засыпая, находясь не совсем в трезвом состоянии, забыл потушить сигарету, что в итоге и стало причиной страшной трагедии. После недавних похорон Елизавета Боярская полностью прекратила общение со своим отцом и матерью Ларисой Лупиан. Елизавета Боярская, убитая горем, перестала выходить на работу, появляться на театральных репетициях. Ну а сегодня утром произошла колоссальная трагедия. По данным следствия, сегодня утром в 8:45 по местному времени Елизавета Боярская на черном БМВ подъехала к подъезду своего дома. 38-летняя женщина вышла из машины и некоторое время прохаживалась по двору. Позже Елизавета Боярская достала мобильный телефон и кому-то позвонила, вероятно, Михаилу Сергеевичу Боярскому, который через несколько минут вышел из подъезда дома. Как уже позже рассказала супруга Михаила Боярского Лариса Лупиан, Елизавета Боярская позвонила своему отцу и сказала, что у нее сломалась машина, после чего Михаил Сергеевич вышел во двор дома. Записи видеокамер, установленных во дворе, зафиксировали последние моменты трагедии. Елизавета Боярская, увидев своего отца, вытащила из черного пакета длинный большой предмет, похожий на огнестрельное оружие, и произвела 2 выстрела в своего отца. Уже позже оказалось, что супруг Елизаветы Боярской, актер Максим Матвеев, заядлый охотник. Елизавета без спроса взяла ружье из дома и приехала на встречу с отцом. В результате трагедии Михаил Сергеевич получил 2 тяжелых ранения в область живота и левой ноги. По данным медицинских новостей из Санкт-Петербурга, на данный момент 74-летний артист находится в реанимации в критическом состоянии, на волоске от смерти. Елизавета Боярская после совершенного правонарушения не стала скрываться от полиции. Она вызвала скорую помощь и сама приехала в участок. В скором времени там появились супруга Михаила Сергеевича Лариса Лупиан и актер Максим Матвеев. Российская общественность и общественность Санкт-Петербурга пока никак не комментировала произошедшее событие. Отмечается лишь одно, что это уже не первая трагедия в семье Михаила Боярского за последний год. Ну а буквально несколько минут назад стала известна очень приятная новость о сотруднике антикоррупционного комитета, известном актере Алексее Кравченко. Алексей Кравченко, который сегодня отмечает свой 55-й день рождения, был удостоен высоких правительственных наград. Алексей Кравченко был удостоен Ордена Мужества и медалью за отвагу. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность,
то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.